Всем привет! Сегодня у нас на повестке, очень интересная тема. Два «Титана» пятого поколения. Да, российский Су-57 и американский F-22 «Раптор». Вот именно. Попробуем разобраться, в чем их соль, чем они отличаются, опираясь на материалы, которые у нас есть. Это ж не просто самолеты, это целые, философии воздушного боя. Совершенно верно. И философии эти, надо сказать, заметно различаются. F-22, который от Lockheed Martin, он ведь появился первым. Угу. Задал очень высокую планку в технологиях малозаметности, то, что называют стелс, а Су-57 от УКБ Сухова — это уже, скажем так, более поздний ответ, и акценты там расставлены немного иначе. Да, я вот смотрю. F-22 на вооружении аж 2005 года. Серьезный срок. Да. Но, правда, выпустили их не так уж и много, где-то 180 штук, да? И производство свернули. Очень дорого. Получается, он уже такой ветеран. По меркам пятого поколения, можно и так сказать. А Су-57, первый полет у него был в 2010-м, а в войска он начал поступать вот только-только с 2020-х. Совсем недавно. Да, с одной стороны, F-22 проверенная, но уже, по сути, историческая платформа, а с другой Су-57 такой новый игрок с потенциалом, который еще раскрывается. И вот эта разница во времени, в возрасте, она, наверное, и в концепции отразилась. F-22 — это же почти культ невидимости, так? Абсолютно. У F-22 просто все подчинено идее стелса. Особая форма планера, материалы специальные. Все вооружение спрятано во внутренних отсеках. Все внутри. Да. Цель — быть невидимым для радаров как можно дольше. Нанести удар первым. Это вот такая классическая американская доктрина – завоевание превосходства в воздухе издалека, сверхманевренностью и универсальностью. Ага. Его изначально проектировали не только для боя в воздухе, но и для ударов по неземным целям, по морским. Вот, про маневренность. Это же самое интересное. Говорят, Су-57 тут может превзойти F-22. За счет чего? В первую очередь, это двигатели с управляемым вектором тяги. Это когда сопла могут отклоняться. Понятно. И это позволяет самолету делать очень резкие маневры, буквально танцевать в воздухе, даже на малых скоростях. К тому же для Су-57 ждут двигатели нового поколения изделия 30. Они должны еще улучшить характеристики. Звучит впечатляюще. Но у F-22 ведь тоже есть свои козыри в плане летных характеристик, не только стелс. Безусловно, F-22 выделяется очень высокой крейсерской скоростью. Он может лететь на сверхзвуке без форсажа. Это важно. Да, это серьезно. Свыше 1,5 махов, а максималка больше 2. И большой потолок. В сочетании со стелсом это дает ему преимущество именно в бою на дальних дистанциях. Возможность первым увидеть и атаковать. Понятно. А если посмотреть на то, что они несут, на арсеналы? F-22, раз он стелс, все внутри. Да, у него там 6 ракет воздух-воздух средней дальности, типа «Амрам», 2 ближнего боя, «Сайдвайндер» и пушка. Чистый истребитель. То есть охотник за другими самолетами. Именно. Завоевание превосходства в воздухе — его главная задача. А Су-57 здесь выглядит по-другому. Су-57 предлагает больше гибкости, да. Он может нести больше ракет до 10-12 во внутренних отсеках, причем разного класса, включая ракеты воздух-воздух большой дальности. А еще может использовать внешние подвески. А там уже широкая номенклатура вооружения воздух-поверхность, и бомбы управляемые, и крылатые ракеты, и противорадиолокационные. И 30-миллиметровая пушка тоже есть. То есть он гораздо универсальнее в плане оружия. Любопытно. А что у них с мозгами? Авионика, сенсоры. F-22 часто называют чуть ли не летающим компьютером. У него действительно очень мощный комплекс. Радар с активной фазированной антенной решеткой, АФАР, развитая система обмена данными, интеграция в единое поле боя. Звучит продвинуто. Да, но и Су-57 тоже оснащен по последнему слову. Тоже РЛС «Сафар». Причем там несколько РЛС, смотрящих в разные стороны. Система оптика электронных датчиков, которая дает круговой обзор. Комплекс РЭП мощный, элементы искусственного интеллекта. Тоже не отстает? Возможно, конечно, уровень интеграции систем у F-22 глубже, просто потому, что он раньше появился. Больше времени было на отладку, но сенсорный арсенал у Су-57 весьма и весьма внушительный. И вот, конечно, момент, который нельзя обойти — цена.
Тут разница, судя по всему, просто огромная. О да, цифры говорят сами за себя. Программа F-22 была невероятно дорогой. Стоимость одной машины, если учитывать все разработки, Neocore оценивалась где-то в $350 миллионов. Ого! А экспортная стоимость Су-57 заявляется в районе 35-50 миллионов долларов. Разница, в 7-10 раз. Колоссально. И это, конечно, кардинально влияет и на возможность массового производства, и на экспорт. F-22 ведь по закону запрещено экспортировать. Очно. А для Су-57 экспорт — это одна из целей. Получается ИСХП-Путер. Подвести итог небольшой. F-22 — это такой хирург-невидимка для дальнего боя, а Су-57 — боец более универсальный, маневренный, готовый к разным сценариям. В целом, да, очень похоже. F-22 оптимизирован для первого удара издалека, стелс, скорость — его все. Су-57, вероятно, имеет преимущество в ближнем маневрированном бою, и он более гибок в выборе целей. Это отражение разных тактических концепций и, может быть, даже разных взглядов на то, какими будут будущие воздушные конфликты. В итоге что мы видим? Два очень разных ответа на вызовы пятого поколения. F-22 — технологический пик своего времени, особенно в стелсе. Но дорогой и производство свернуто. Су-57 — самолет более поздний, потенциально более универсальный, доступный. С акцентом на маневренность, на модернизацию. Разные пути. Американский ударил первым и исчез, российский увидел, сблизился, победил в бою, скажем так. Именно. И знаете, мысль в завершении, которая сама собой напрашивается, исходя из всего этого, но мы ее прям не обсуждали, это огромная разница в количестве построенных самолетов. Почти 180 F-22 против, пока меньше 20 Су-57. Как этот фактор влияет на их реальное стратегическое значение для ВВС своих стран, даже если отвлечься от их впечатляющих характеристик на бумаге? Интересный вопрос. Да. Это уже вопрос не столько техники, сколько стратегии, ресурсов, экономики в конечном счете. Есть над чем подумать.